Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад – не случайная случайность в вашей судьбе в ближайший месяц. Давайте с вами узнаем. И, конечно, любая случайность, потом, когда мы, оглядываясь назад, анализируем, мы видим, что да нет, скорее всего, были уже какие-то причины к этому, да, уже случайность закономерно. Вот давайте мы с вами узнаем, что вам хотят передать высшие силы и что вам важно услышать, знать прямо сейчас. Потому что, возможно, вот этот алгоритм не случайных случайностей в вашей жизни в ближайший месяц вам как по судьбе придет. Придет и, может быть, как-то заставит изменить ваши планы, вашу жизнь. Одним словом, не знаем, что нам карты откроют. И пусть нам расскажут, как приятные какие-то неожиданности или вот эти самые случайности. И, конечно, наш расклад подойдет одинаково, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно, какой возраст, перекладывайте на себя и рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но вначале узнаем, а кто вы, вот что у вас сейчас в вашей жизни происходит. Ну, кто-то может готовиться к дороге, например, или быть в таковой, да, может быть, вы открыли это видео, вы уже находитесь в дороге. Возможно, вы куда-то переехали надолго или на короткий срок, или вы продумываете цель и место переезда. Я такое тоже не исключаю. У кого-то иногда эта карта проигрывается как ваш автомобиль. Или, в принципе, вопросы вашей мобильности, передвижения, перемещения. Ну, а у кого-то это старший аркан, вы сейчас чувствуете явно, что стоите на пороге перемен. Возможно, именно поэтому и открыли видео. Ух ты, как интересно. Можно сразу сказать, какой-то судьбоносный расклад. Старшие арканы выпадают. И вот посмотрите аркан Мир. И, конечно, мы надеемся, что как наша планета Земля наконец воцарится мир, и, может быть, сильные мира сего уже как раз тоже будут склонны договариваться. Но, в принципе, для вас карты говорят, возможно, сейчас. Я, кстати, не исключаю. Ведь вообще-то две такие по значению полярные карты. По аркану Мир мы не торопимся, а по аркану Колесница наоборот, тут как прорыв, какая-то стремительность. Или наоборот у вас, ну, как вы хотите, да, чтобы несколько ускорились ваши дела. Но, может быть, сейчас это на уровне ваших планов. Ну, тут нам уже даже наперед карты говорят. У вас сейчас, можно сказать, переходный период в вашей судьбе. Это может быть как через ощущения, ваши интуитивные предположения. Может быть, вы хотите просчитать, с какими трудностями, радостями вы столкнетесь в ближайшее время. Вы пытаетесь, это совершенно точно. Вот по этому аркану помощь высших сил идет. Еще это карта финансового успеха. Конечно, кто-то может банально искать место работы, например, или ваша работа, возможно, связана с перемещением, передвижением, командировками. Но вот здесь вот, знаете, что-то в вашей судьбе уже сейчас, возможно, складывается такое, поэтому вы открываете это видео, потому что чувствуете, да, вот этот механизм перемен, что не все в моей власти. В любой момент как будто что-то может повернуться как и в плюс, так и в минус. И, может быть, конкретных ответов и от карт не ждете, или у каждой как-то по-своему, два старших аркана. Но вот это ощущение, что все события в моей жизни сейчас не случайны, у вас есть точно. Ну и, конечно, все-таки финансовый успех, значит, есть главный интерес – это финансы. И пусть какие-то темы остальные, у кого-то личная жизнь, у кого-то именно работа, воплощение собственных планов, но это больше с материальной позиции. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. Вы часто слышите в моих раскладах. И поэтому у кого-то приобретение недвижимости. Или пусть это не само по себе приобретение, а когда вы намереваетесь арендовать даже где-то, да, но опять же проплатой. Ведь наше благополучие проходит по этой карте. Причем это не что-то такое приблизительное, а это когда мы выстраиваем конкретное благополучие. То есть материальная эта карта, потому что
Может быть, долгое время у вас что-то не осуществлялось. Возможно, кто-то столкнулся с конкретной ситуацией по работе или по переезду, когда девятка жезлов вы долгое время как были, ну, либо не нашли работу, либо были в чем-то ограничены, либо было определенное расстояние, и невозможно было его преодолеть по разным причинам. У кого-то причины свои, ну, чисто личностные, а у кого-то это причины, которые связаны с миром, с каким-то порядком или, может быть, получением документов. Вот буквально сейчас, возможно, вот-вот вы получите какую-то бумагу или недавно совершенно получили бумагу. Может быть, как лед тронулся, да, финансовая ситуация. Тут как будто у вас как первые предпосылки вам подсказывают, что что-то будет выравниваться. Я бы сказала, спокойное течение жизни, дорога к солнцу. Вот вы очень целеустремленный человек. Вы тот человек, который сейчас, иногда это карта эго, мои дорогие, поэтому, ну давайте так вот рассудительно подойдем к этому вопросу. Есть ваши амбиции, есть честолюбивые планы. И, ну, где-то не спугнуть удачу. Возможно, вы и думаете, да, иначе бы не выпадали вот эти арканы. Девятка жезлов все-таки это аккуратные шаги. Это не на основе импульса. И, может быть, раньше вы действовали где-то так импульсивно или предпочитали. То есть, ну, ваш именно режим, он скорее скоростной, нежели ожидание. Здесь нам активная натура. Это точно. Это не тот человек, который сидит на месте и просто ждет, вот завтра оно там что-то изменится. Нет. Вы как раз пытаетесь свои собственные планы переложить на ту палитру событий или происходящего вокруг вас, чтобы вместе как сложился либо этот пазл, или когда вы смогли что-то осуществить. То есть планы есть, это всегда. По этой карте у нас, может быть, те планы, кто-то буквально на бумаге прописал план минимум, план максимум. Но если мы говорим, что целеустремленность, конечно, это здорово, да, или какой-то план действия, может быть, или того, что мы хотим осуществить. Но все-таки по карте Солнца мы не очень-то склонны соглашаться. Возможно, и вы. Вот такой вот, знаете, вибрирующий момент. Все-таки девятка жезлов. С одной стороны, в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Карта, которая говорит, ты накопил силы. Девятка по нумерологии это перемены. Поэтому ощущение перемен, это железно, у вас есть. Тем более аркан колесница. Но вот каким образом, да, пройти той дорожкой, которая мне принесет больше бонусов и меньше каких-то разочарований? Вот, пожалуй, это основной вопрос. Но дорога к солнцу как будто вам обеспечена. И раз такие арканы выпадают, ведь это перемены, мои дорогие. Здесь причем такие очень добрые, миролюбивые. Где-то карта говорит, возможно, вы сейчас находитесь в том состоянии, когда вы проводите важные переговоры, разговоры. И внутренне себя либо готовите, либо понимаете, что, ну, несмотря, да, на то, что я хочу осуществить, есть еще какие-то события извне, и, скорее всего, к компромиссу мне нужно быть готовому или готовой. Вот, кстати, шестерка пентаклей – это тоже, это, знаете, это как вселенский баланс, по сути дела. Или пусть это баланс нашей жизни. Может быть, это вы сами к этому балансу стремитесь, и есть не все, что вам нравится, но либо обстоятельства таковы, что заставляют именно учитывать и себе чем-то не навредить, а больше к дипломатии себя склонять, возможно, и уговаривая. Вот я это не исключаю, потому что тут скорее у вас, знаете, как чуйка работает, что, ну да, вот именно вот эта вибрация, когда одно дело это я, и то, что мне хотелось бы, да, получить, осуществить, согласовать, а есть еще и обстоятельства, и люди, то есть готовность к компромиссу у вас есть. Хотя с учетом вот таких карт я могу точно предположить, вы для себя ограничили или, скажем так, очертили четкие рамки, границы, на что вы согласны, а на что нет. Какой момент, может быть, для вас может служить подсказкой, когда вы скажете, вот в этом я не поступлюсь, или вот в этом я не пойду ни на какой компромисс. Тут такой немножко философский вопрос дважды, трижды, потому что у вас такие старшие арканы. Ну вот давайте будем узнавать.
Я не буду убирать верхний ряд, потому что уж очень он символичен. Тут явно это что-то выпало не случайно. Итак, что же там за случайность? Не случайная вас ожидает. И в ближайший месяц для вас как станет вашей судьбой или частью вашей судьбы или каких-то занятий. Деньги, мои дорогие, по девятке чаш. Возможно, вы будете решать финансовые вопросы. И, знаете, для кого-то может означать, ведь иногда это карта эгоиста. Вы столкнетесь, вверху у нас аркан колесница, вы, скорее всего, столкнетесь либо с конкретным человеком, либо с какой-то ситуацией, когда, правда, компромисс придется находить. По этой карте, в принципе, получение денег. Поэтому тут кто что задумал. У кого-то работа и, может быть, получение как вашего гонорара, который где-то, может быть, задерживался. Ну, к примеру, вот посмотрите, Луне вам предстоит пройти тот отрезок жизни, когда многое будет непонятно. И, кстати, вы не будете доверять кому-то, будьте к этому тоже готовы. Вы постоянно, вот ближайший месяц, вам придется прожить, как, знаете, сравнивая одно и второе, может быть, третье и четвертое, на что вы согласны, а что вы точно скажете и нет. Или, если мы говорим компромисс, насколько я готов углубиться в какой-то теме, или какие документы я готов подписать, а где я вот скажу нет. Вот вы сейчас явно что-то просчитываете или предполагаете какие-то варианты. Вы, как знаете, ну, такую внутреннюю генеральную репетицию сейчас можете проводить, потому что вы именно ощущаете вот этот момент тонкий, когда может быть и так, а может быть и эдак. И вы не случайно, кстати, вот такое предчувствие получили. Это уже как подсказка высших сил. Интуиция у вас будет работать очень хорошо. Но я должна сказать, что по финансам, кто смотрит расклад, и если вам подошла именно сигнификация, здесь по финансам вас ожидает какая-то, ну, или добрая весть, или, по крайней мере, хочется сказать, напряжения финансового не будет. Может быть, это когда даже вы ждете, да, чтобы вот был такой своеобразный прорыв. И для кого-то это может быть пауза. Где-то карты, все три могут говорить, что для тебя в ближайшее время важно будет и сохранять деньги, и у тебя будет такая возможность. И одновременно ты пока не спеши. Может быть, это буквально 3 карты, 3 недели у кого-то. У кого-то, правда, в течение, может быть, и 3 дней, да, тут по-разному. Но у вас идет, знаете, как стабилизация какого-то финансового вопроса или документального. А по Луне тут быстро не помчишься. Потому что, как и девятка, и вам уже где-то это состояние знакомо, да, когда есть, ну, какой-то период ограничений, а прежде было и еще больше ограничений. Так вот, вам придется пройти совершенно какой-то новой дорожкой судьбы, когда вам многое будет непонятно. Для кого-то из вас выявите правда, вот то, что вы задумали, смотрите. Первый аркан колесница. У нас выпадает 6 мечей. Все то, что я сказала по колеснице, где-то перекликается с этой картой. И тут, правда, может быть как и новая работа, новые виды занятости, но для кого-то это именно переезд. И у вас получится что-то осуществить. Причем за ближайший месяц, значит, ваша задумка или ваше как желание, да, какой-то, может быть, это и будет такой скорый, быстрый момент, а после этого что-то встанет на паузу. Возможно, быстрый, скорый – это будет именно само перемещение, да? Или какая-то дорога с вариантами. Я этого не исключаю, рядом аркан Луна. А после этого, как все замрет, мои дорогие. И тем не менее, в какой-то, наверное, из дней ближайшего месяца у вас вам придется делать совершенно какой-то новый шаг. Вам придется рассмотреть какой-то вопрос. Это может быть связано, вверху у нас тут пентаклей, с какой-то новостью или с возможностью получить тот или иной документ. И для вас придется рассматривать ту ситуацию, которую вы даже не предполагали. А что это такое?
Тут может быть в душе такая спорная какая-то, ну, как, знаете, спорная беседа с самим собой, когда нужно мне это или нет. Приготовьтесь к тому, что в ближайшее время, может быть, это даже какое-то предложение, или когда вы хотите решить свой вопрос, проблему, а она придет, вот решение само по себе, придет каким-то альтернативным путем. И вы будете думать, к этому тоже нужно быть готовым, это важно услышать сейчас, потому что либо это мной пытаются манипулировать, либо для меня это действительно имеет смысл. Давайте еще поподробнее раскроем не случайная случайность в вашей судьбе в ближайший месяц. Ну, однозначно вас будет что-то радовать. Здесь будут для кого-то из вас очень добрые события. И что дальше? Победа идет на ваш порог. Я бы сказала так. Тут не случайная случайность будет выглядеть не как какая-то синкопа. А знаете, да, она может на каком-то этапе выглядеть, когда вам надо будет на что-то решиться, когда потребуется ваше мужество. Тут посмотрите, у вас 2 шестерки. 6 это 3, точнее, у нас тут. Карта шестерка пентаклей была, да? И когда 6 это всегда победа. Вершина наших действий, вершина нашей активности. Приготовьтесь к тому, что то, что вы услышите, узнаете, или то, что придет, может быть, с конкретным человеком на ваш порог. Хотя человека как такового нам не выпало. Значит, это какие-то внешние события будут складываться таким образом, что для вас как сама судьба готовит как прорыв или победу, или как будет завершаться какой-то вопрос и словно новый жизненный цикл. Более того, вам придется удерживать эту победу. Определенно, вам придется рассматривать какие-то совершенно новые методы. Вам придется поехать как в новую местность. Или, пусть это даже по работе, мои дорогие. Здесь может быть связано и с личной жизнью. Возможно, это родственники, даже далекие родственники. Или, может быть, кстати, человек у кого-то, знаете, как может совпасть? Человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Ну, иногда так проигрывается. А у кого-то именно знак зодиака рак. Или, может быть, асцендент. Как ни странно, аркан колесница – это именно знак зодиака рак. Ну и король чаш – опять же, все то, что я сказала. Но у кого-то это может совсем не совпадать. Кстати, не все знают асцендент. Но тут вопросы явно личной жизни или связанные с родственниками. И одновременно тут чувства и деньги проходят. Поэтому вот вам какой-то жизненный ребус между чувствами и деньгами придется решать. Более того, я бы сказала, еще какими-то обязанностями. Или на то, что вы согласитесь, или то, что вы подпишете. Это правда будут вопросы включать в себя финансовую какую-то вашу историю, вашу занятость. И, может быть, кто-то банально будет между личной жизнью, вашей работой, ну, как метаться, да, пытаться соединить одно и второе. Работы будет у кого-то много. Здесь будет такой момент, когда что-то вам может напоминать рутину, мои дорогие. Но все же, 8 Пентаклей – это внимание к деталям. Как будто нужно нам проработать либо наш собственный план, может быть, детализировать и рассмотреть совершенно другой вариант, или тот, который буквально через предложение идет на ваш порог. Здесь будет что-то такое. А для кого-то из вас все же все карты нам сказали «успевай отдыхать». Понимаете, может быть, и не ускоряйтесь. Я должна сказать, что делаю этот расклад, да и вообще у нас на протяжении 2026 года здесь может быть вот именно вторая половина, как и ускорение. Но в целом сказать, что мы себя как муштруем, подстегиваем, нет, я не могу. Тут не нужно куда-то торопиться, потому что много таких планет, которые в ретро-движении или имеют те же конфигурации, что когда находились в ретро, если мы говорим о Сатурне. Но потом до конца года у нас все равно будет поворотный момент, а Сатурн – планета кармы. То есть уже, может быть, нас, как, знаете, Вселенная несколько притормаживает для того, чтобы мы четче, лучше что-то просчитали, увидели или разузнали, к примеру, да. Как будто мы вынуждены будем делать очень важный выбор, потому что карта Солнца – выбор правильного направления. Может быть, если мы говорим по 7 жезлов, это всегда, когда мы кому-то нужны.
Это как всегда, когда у людей по отношению к нам есть какой-то интерес. Так вот, я говорила по этой карте, вы можете кому-то не доверять. Или вы можете думать, что, ну, имеет человек какой-то свой, может быть, и план, может быть, и коварный. А здесь, вот понимаете, это нужно как до ума все довести. Вам придется это разузнавать в процессе. Причем я не могу сказать, что вы это будете разузнавать как-то юридически, хотя я не могу этого исключить тоже. По крайней мере, старшие арканы могут свидетельствовать о том, что вы проходите какую-то трансформацию, мои дорогие. Ведь вот этот аркан, он аркан успеха, а тут у вас нулевой, нам четко говорят карты, так как было раньше, так не будет. Поэтому себя перестроить придется. Причем вот к этой перестройке словно, да, самого себя и смене ваших планов вы приходите через радостное известие, через более позитивные, стабильные энергии по финансам и одновременно какая-то победа. Но это та победа, которую нужно сохранять. Почему? Потому что здесь нельзя, как знаете, наотмашь что-то сказать или пообещать и не выполнить, или самому себе что-то пообещать и не выполнить. Так что же там за неслучайная случайность? 4 чаш. Вы знаете, будет такая ностальгия, когда... Но вот почему вы будете у себя спрашивать? Вот, кстати, может быть, это важно тоже вам услышать прямо сейчас. Иногда вот из серии, как накатило, да, вот такие эмоции, сомнения, да, или какая-то аналитика иногда на нас нападает, да, и вот начинаем мы где-то ковыряться в том, что было, а еще главное того, что не было. Но мы предполагали по 4 чаш, это всегда какая-то пауза. У кого-то из вас, знаете, разные энергии по срокам. Я говорила, что тут могут быть и ускорения какие-то в течение месяца, обстоятельства, возможно, или это приходит с людьми. Но сказать, что мы сами там с места в карьер куда-то рвемся, то нет. И вас может вот такой ритм жизни не устраивать. Потому что, посмотрите, противоположные карты. Будьте к этому готовы. То есть не случайная случайность. Вот по 4 это пауза. Вот есть у нас колода «Колесо года». Там 4 чаш называется или 4 кубков. Бесконечный дождь. Ну, ничего не происходит. И девушка там, которая смотрит в окно, ну вот у нас тут тоже выпадало, да, как бесконечный дождь, это 2 жезлов, девушка смотрит в окно, ничего не меняется. То есть какой-то период вот то статика, то прорыв, опять статика и опять прорыв. Вот как-то волнообразно будет протекать в ближайший месяц. И буквально вы уже думали, что ну вот ничего не меняется, и с одного события словно 1000 дорог сходятся в одной точке. Я называю карту 8 жезлов. Карта добрых перемен, доброй трансформации. Будьте к этому готовы. И это может быть само по себе известие. Известие в средствах массовой информации, которое вас буквально подталкивает где-то действовать. По этой карте мы не можем не действовать. Давайте еще узнаем, что же там за неслучайная случайность в вашей судьбе. Будь готов к неожиданностям. Здесь могут быть люди, которые, ну, действуют как раз на импульсе. Вы с ними можете столкнуться. Или вы можете получить неожиданное предложение, а вы к нему совершенно не готовы. Или вот к новости какой-то не готовы. И вам придется, может быть, для этого вам спокойные энергии и даются. Потому что вам, как знаете, придется психологически... Ну, может быть таким третейским судьей или быть как самого себя где-то уравновешивать и говорить, нет, ты не торопись. Где-то, может быть, и придется ускориться. Но тут, знаете, я должна сказать, вам карты, это вам важно знать, не торопись выносить вердикты. Причем те вердикты, которые, ну или решения какие-то, вы можете это продумывать, но это те решения, которые идут на импульсе, точно. По рыцарю Пентаклей вам придется что-то скоро просчитать. Возможно, у вас вы столкнетесь с тем, что вам придется, как и куда-то поехать, рассмотреть какой-то альтернативный совершенно вариант, о котором у вас его сейчас нет. Вы этого вообще сейчас не видите. Возможно, это будет связано у кого-то именно с какой-то предыдущей историей, которая либо встала на паузу,
Либо, может быть, это и связано с человеком, которого вы воспринимаете как занадто продуманный человек. Вот такая персона. И тем не менее, ну, здесь будет такой момент, когда, знаете, вам может поступить какое-то предложение, или вы, может быть, в каком-то диалоге, в разговоре, человек вам что-то предложит. Мои дорогие, будьте к этому готовы. Вот в этом может быть такая случайность, а вам как будто нужно это подхватить и никак не отказаться точно. И при этом какая-то хитрая такая многоходовочка вас, скорее всего, будет ждать. По этой карте мы храним молчание. Вам тоже, может быть, придется где-то не пытаться сразу озвучивать свои планы. Вам придется что-то как попробовать. То, чего вы сейчас даже не предполагаете. Себя как на новый лад перестроить. Вам придется, но если не согласиться с чем-то, по крайней мере, сделать вид, сыграть, мои дорогие. Может, тут такое... А что это такое? Давайте я еще одну карту достану. Вот смотрите, вам ничто не будет мешать. Но тут будет такая неслучайная случайность, которая приходит. Вот я больше вижу именно так. Будьте к этому готовы. Как случайно услышанная новость, которая или в предложении, или пусть в беседе вы что-то узнаете. Вот слушайте свою интуицию дважды, трижды. Аркан, опять же, Луна. Чуйка работает у вас великолепно. И, может быть, еще вот как вокруг вас, во внешних событиях мы не видим подтверждения, но здесь может действительно быть не случайная случайность, когда вам придется воспользоваться тем вариантом или тем методом, когда вы не действовали так прежде. Рассмотреть вот именно как возможное, да, это не обязательно, но сказать себе самим, а почему бы и нет. И более того, постоянно продумывать тот факт, а если что-то в любой момент пойдет не так, что я буду делать? Вам как будто пространство посылает такие энергии не случайно. Ваша задача в ближайшее время в каком-то новом качестве научиться себя сохранять. Будьте к этому готовы. Поэтому и карта мудреца, карта философа. А что же там будет происходить на самом деле? Вот мне интересно. Что же в вашей жизни происходит на самом деле в ближайший месяц? Пусть нам дадут карты подсказки. Именно сами события, что там будет происходить. Радость какая-то спешит на ваш порог, но мы уже об этом говорили. Предложение, внимание. У кого-то как подарки проиграются, у кого-то, мои дорогие, как возможность. По этой карте не длится что-то долго, будьте к этому готовы. Даже если конкретная персона вам проявляет вам такие возможности или проявляет вам свои добрые эмоции, что-то предлагает, или в разговоре звучит, опять же, как, один из вариантов, мои дорогие, тут вот именно как по аркану Верховная Жрица. Тут и замечтаться нельзя, и отказаться тоже. Что же происходит на самом деле? А следом за этим придет какая-то новость, и я тут вижу, вам придется, знаете, в ближайшее время действительно столкнуться. Вот, может быть, где-то нам картой подсказывала семерка жезлов, что вы можете кому-то, просто не верить. Тут вас жизнь столкнет либо с какой-то похожей ситуацией, которая в вашей жизни была, либо эта жизнь, как жизненная история, которая была связана с человеком, а вы к этому человеку испытываете недоверие. Вот это факт. И здесь даже какое-то предложение может прозвучать или вам поступить, а вы будете думать, а я уже однажды согласилась или согласился. Из этого ничего не получилось. Давайте еще узнаем, что же происходит на самом деле. К десятке жезлов. Вы знаете, очень много сомнений будет у вас. И именно это будет, скорее всего, связано с каким-то человеком. Может быть, и карты, которые предыдущий ряд, да, мы говорили, научиться себя сохранять по-новому. Как, может быть, научиться мыслить по-новому. Это такой своеобразный экзамен жизни. Тройка Пентаклей – это всегда карта будущего. Кому-то из вас придется, может быть, получать важные документы, сертификаты. И для этого придется даже обучиться чему-либо, да.
ну или сдать какой-то, ну скажем, экзамен. И именно потому происходит. А вариантов тут не так много. Вы долго будете себе, ну, по крайней мере, в течение месяца это не раз будет. У вас интересная конфигурация вашей судьбы. Тут, знаете, тут как высшие силы вам помогают. Но одновременно эта помощь напоминает экзамен жизненный. Согласишься ты или нет? Пойдешь где-то, ну, на поводу собственных принципов, или все-таки ты сумеешь быстро, гибко, как перестроиться, как не отмахнуться от какой-то новости или от какого-то предложения даже в тот момент. И вот я должна сказать, если вы правда кому-то не верите, то вот тогда вам ведь эти энергии могут и помогать. Вы как уже знаете, чем может закончиться, правда? Стало быть, это сродни предупрежден, вооружен. Но, может быть, так вот внимательно, очень пристально, глядя, подмечая, слушая, да, не вынося ваших, как знаете, ну, окончательных решений. Но это, знаете, как и не упустить, и не согласиться на 100%, а придется гибко лавировать. Вот как эта карта где-то, да? Пусть не вот именно в этой колоде, но иногда это как жонглер изображен. Вот вам придется буквально как жонглировать. У вас интересный период жизни. Я должна сказать, по отношению к вам будут проявлять, может быть, конкретный человек. Все-таки у нас король тут выпадал кубков. И я вижу, что какой-то человек будет проявлять к вам эмоции. Может быть, это просто кто-то из родственников, добрые эмоции. Но вы в ближайшее время будете более такую какую-то материальную, что ли, прагматичную позицию занимать. Для вас не важны обещания. Для вас не важны какие-то сладкие слова. Может быть, именно поэтому вы можете и не доверять, или какая-то прежняя история, как опыт, у вас уже складывался и не в самом таком плюсовом или позитивном варианте. Это где-то вам помогает не замечтаться. Видимо, вот придется, да, где-то быть жонглером, или вы хотите напрямую решить какой-то очень долгий вопрос. И значит, вас как сопровождают высшие силы, может быть, и в таких энергиях более неспешных. Но, тем не менее, будьте готовы к тому, что будут поворотные моменты, когда даже если вы предполагали, что вот я сейчас как буду пользоваться вот такими методами, будьте готовы к тому, что с одной какой-то новости или с одного, повторяюсь, как предложение, или случайно в разговоре может что-то прозвучать, и для вас это будет означать не случайная случайность. Я, вы знаете, могу даже вот что предположить. Ну вот представьте, вы с кем-то проводите диалог, и человек, ну, может быть, так говорит, вот может быть такой вариант, может быть другой вариант. Или я узнал, есть вот какие-то предпосылки поступить так, и вот так. Или вы даже по части личной жизни, хотя тут про личную жизнь я больше вижу эмоций по отношению к вам. Но у вас, мои дорогие, сплошная прагматика. Но вот когда вам что-то предлагают, вот в этом, или когда идет обсуждение, опять же, диалог, здесь может что-то такое, вот знаете, которое напоминает как какую-то игру. Или напоминает как вот 50 на 50, опять же, какое-то лавирование. Это, знаете, как поймать кого-то за язык. В нужный момент от чего-то не отказаться. Или в нужный момент, может быть, вы кому-то говорите: хорошо, давай попробуем. Вот что-то такое. То есть попробуем — это тоже дело такое. Вы гарантии не даете, да? Но, тем не менее, вы этот момент не упускаете. Вот в этом где-то будет состоять не случайная случайность. Так что же для вас не случайная случайность? Вот тут и правда замечтаться нельзя. С одной стороны, это к нам, да, вот тут такая карта, которая буквально тут сердечко и где-то приятные эмоции. Но это может так выглядеть. А мы не должны как будто возле разбитого корыта остаться. По этой карте идет инфантильность. По этой карте какой-то человек на эмоциях вам может
сделать какое-то предложение, или какой-то человек от вас будет ждать действий, кстати. Я такого тоже не исключаю. Поэтому где-то вам придется и выдерживать паузу. Это знаете как? Кто первый моргнет или кто первый проговорится. У вас сейчас предпосылки даже благодаря таким энергиям выйти как победителем. Вы правда задумали, мы говорили, материализм. Король Пентаклей. Это тот, кто консерватор. Я не исключаю, что вы столкнетесь с человеком, который тоже делает какой-то выбор, или у него, как в жизни, происходит какая-то трансформация. Вот посмотрите, 2 короля. Мои дорогие мужчины, тут будет скорее касаться ваших важных решений. Если это работа, то тогда могут быть согласования какие-то важные. Мои дорогие девочки, все-таки по королям, 2 королям, у кого-то это может быть и важный выбор, может быть это и вопросы личной жизни и работы, финансовая какая-то история, аркан умеренности. Тут, знаете, нужно пройти как дорожкой судьбы. Вот как, наверное, вот эта луна. Где-то нам придется не сворачивать, да? Потому что ведь очень часто в классической колоде 2 башни стоят. И представьте, нам поначалу может казаться, что нам либо в левую, либо в правую башню нужно, да? А нам нужно между ними пройти. Вот это все то, что я говорила длительное время. И не замечтаться нельзя, но вообще вот по аркану умеренности как раз и идут не случайные случайности. И, наверное, завершающий такой аркан я хочу сопроводить, пару слов. Вот те, кто смотрит мои видео давно, не случайно эта карта опять же выпала. Вы уже явно неоднократно слышали историю, но обязательно есть те, которые впервые оказались на моем канале. Я больше рассматриваю Таро именно с позиции символов. И в соответствии идет аркану умеренности. Это, знаете, как исторический факт. Много веков тому назад король династии Мировингов, король франков Хлодвиг двоюет с готами, и он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И, понятно, уже некуда было ни вправо, ни влево, да, как будто не увильнуть, не убежать. Но на то он был король. Почему именно умеренность? Король прогуливался вдоль берега Рейн и обдумывал, что я могу сделать. По сути, сделать ничего нельзя. И очень наблюдательный был человек. Вот для вас, что нужно услышать, что важно знать, вам придется быть наблюдательным, потому что или наблюдательно – это все то, что я долго говорила и пыталась объяснить, с какими энергиями это приходит к вам или почему это сделать необходимо. Вот именно какая-то вибрация, да, когда между, да, вот как, наверное, на определенном берегу, зажатым между рекой и между врагами оказался Хлодвиг, но тем не менее, благодаря холодной голове, наблюдательности, он заметил, что цветы желтые, болотный ирис, которые растут, он это увидел вдоль реки и уходят вглубь. Он знал, цветы растут на мелководье. Вот именно наблюдательность ему подсказала, не переправиться ли мне с войском вброд. И он спас себя, он спас своих людей. И этот факт, вот он несколько отображен на некоторых колодах, точнее на одной колоде. Но я к чему? Это мое личное восприятие, вы можете со мной не соглашаться. Но нам именно необходим вот этот вот, знаете, как внутренний посыл слушать собственную интуицию. И вы находиться будете в ближайший месяц, как среди подсказок, может быть, каких-то знаков или неслучайных совпадений, мои дорогие. Вот по сути дела, как для того Хлодвига, не случайная случайность. Будь к ней готов или готова, как тот Хлодвиг. И вам придется действовать так, как может быть. С вами бы никто не согласился, а взять как на себя определенную меру ответственности. И, кстати, если мы об этом желтом болотном ирисе, маленькие цветы, мы на сегодняшний день знаем это как геральдическая лилия, или говорят флёр-де-лис, и этот символ очень мощный, есть во многих религиях мира. Вот такой у нас с вами интересный судьбоносный расклад, который буквально не случайной случайностью или этой картой и закончился. Но, видимо,
Когда мы готовы к компромиссу, мои дорогие, когда мы готовы, что и вокруг может поменяться, но и даже в важном разговоре в каком-то, или, может быть, разговор такой расслабленный, наоборот, будет, и вдруг вы что-то узнаете, вот у вас даже там может быть какой-то поворотный момент. Понятно, что у каждого по-своему, поэтому вам и карты говорят, как будто, да, я тоже ведь говорила, аркан мир – это не совсем про скорость. Скорость и где-то ускорение через паузу для вас и будет означать последующее, как вот полгода, которые вы будете отстраивать совершенно новое качество жизни. И при этом более вам высшие силы помогают. А если стоят вопросы именно финансовых решений, финансового благополучия или согласований, то тогда через компромисс вы можете уладить да практически что угодно. Для вас нет ничего невозможного, только методы и какие-то сигналы, подсказки вашей интуиции и того, что происходит вокруг вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.